А кто это узнали в темноте? У нас тут рулевой сегодня. Это вам не хухры-мухры. Товарищ генерал пожаловал на коп. А то он все на службе, да на службе. Да и Тимур еще в море не ушел. С Рождеством всех, друзья! Посмотрите, какая красота, друзья! Просто такое спокойствие. Вон они, белые попы побежали. Семейство косуль. Друзья, снежку поднасыпало, и это рождественский коп. Всех с Рождеством Христовым поздравляем. А Тимур хочет проверить свой ритуал на серебро. Лопата, скажи, да всю правду расскажи. Будет ли серебро, да не встанет ли монета на ребро? Отлично! Ну что, а генерал уже в бою, посмотрите, ушел сразу. Он сейчас что-нибудь найдет, знаем мы его. Хитрец тот еще. Вот уже и первая находка есть, друзья. Цвет мед пошел. Гильза. Сейчас ее отшкребу от грязи и посмотрим, что там они пишут. Это наша советская. Ну что тут, блин, сразу килограмм латуни вам. Солнце встает, красота. Минус 3 градуса у нас, друзья, снежок выпал. Но благо здесь еще не так много его на стерне. Так что ходим. Я думаю, сегодня что-нибудь интересное должны найти. Следующая находка. Deutsches Reich, 37 год. Десять пфенигов. И никакой пропаганды, друзья. Лишь только история. Приятный сохран. Хожу вот к Тимуру. А у него находка-то, посмотрите, какая. Батюшки мои, какая пряга была. Возможно, женская какая-то. Была когда-то пряга, а ныне это шняга, друзья. Представляете, ребят, жена тут заявила. А говорит, возьми с собой на коп тоже. Она так-то вообще параллельно ей все время было на мое увлечение. А тут, говорит, возьми с собой на коп. Давай вместе заснимем видео. И я, говорит, буду копать, что-нибудь искать. А как ваши жены к вашему хобби относятся? Те, кто увлекается приборным поиском. У некоторых, потому что я знаю, не очень. Вот. Так что вот такая затея есть, друзья. Может, скоро с женой поеду на раскопки. Друзья, меня вызывают вот туда вот. Пойдемте посмотрим. Тимур приглашает. Вы видите, друзья, в центре экрана? Не так... Тем временем в магазине у деда Мити вы можете купить металлоискатели, катушки, поисковые магниты, лопаты, рюкзаки и другие аксессуары для приборного поиска и коллекционирования. Профессиональные консультанты помогут сделать ваше увлечение не только удобным и комфортным, но и результативным.
По системе Trade-in вы сможете обменять свой старый прибор на новый максимально выгодно. Для поисковых отрядов действуют особые условия. Используя промокод Рыбакоп, вы получите приятный бонус или скидку. Переходите по ссылке в описании. Ли это как? Дед не обманул. Батюшки мои. Батюшки мои. Тимур, Тимур. Опять третья часть талера, как в прошлый раз, но уже другие дела здесь. Блин, Тимур, где-то тут и талер лежит. Ушатанная? Нет, хорошая. Вообще хорошая. Ты посмотри, какой молодец. Вынудил ты ее, ты знал, что она здесь. Посмотри, Опять какая. эта полоса. Опять? Смотри, точно какой-то кошель растянули, 100%. Да, красиво. Так, следующая находка выпала, друзья. Блин, что-то знакомое такое. Но не могу вспомнить, где я это видел. Сейчас я ее где-нибудь ополосну. Какое-то крыло. Ну, ополоснул, это громко сказано. Вот видите, здесь такие зацепы появились. Может быть, бляха от ремня такая сцеплялась, как бабочка. Было вполне возможно. Латунь. Какой-то сигналец был интересный. Вроде выкопал. Вот она. Зильбергрош, что ли? Точно. Подутухший. Раньше я их любил, а теперь я их не люблю. Или когда-нибудь такое маленькое стремя. Смотрите. Просто миниатюрное. Для ребенка, что ли? Ну а для кого же еще? Либо хоббиты ездили. Просто миниатюра. Просто. Пломба попалась. На дороге довольно-таки бодрые 50 фенигов попадаются. Обычно они вздутые, а тут, посмотрите, все четко. 1921 год. И вот такой готический шрифт. Алюминий, к сожалению, не серебро. Какой-то сигналец интересный. Видите, что-то торчит. Что-то торчит. Пуговица, что ли? Ну, а вроде лысая обычная. Ой, просторы какие, друзья. Просто красота. Ну а погода как обычно. Видите, там все светло. А здесь уже натягивает тучи. Хорошо звенит. Сейчас мы его извлечем. Не здесь. Не здесь.
Ага. Смотрите. 5 пуговиц. Да что ж ты будешь делать? Конечно, будет, Паш. Необычно, по крайней мере. Это необычный сигнал, Тимур. Господи. Ничего себе. Камень звенит. Да ладно. Да. Слышал, чтобы камень такой звенел? Вы слышали когда-нибудь, чтобы звенел камень? Вот такой. Это никакой не уголь, там ничего. Там скажи шум. Ужас. Не сигнал, а ужас, друзья. Смотрите, снег повалил, блин. Наблюдаем. Остается только наблюдать за Тимурычем. Надо, не надо. Остается только наблюдать. Не переключайтесь, не переключайтесь. Коп, он у нас на сегодня закончился. Вот какой он был, такой он есть. Ни больше, ни меньше, ни дать, ни взять. Но сейчас мы заедем в одно интересное место. Я хочу вам показать одно из немногих сохранившихся старых немецких военных и гражданских кладбищ на территории Калининградской области. Это поселок Русское. До 1946 года он назывался Гермау. Там был старый замок 12 века. То, что от него осталось, вы тоже увидите. И я хочу показать вам, потому в комментариях просили показать старые немецкие кладбища. Да, они есть в Калининграде, и многие из них довольно-таки в хорошем состоянии, ухоженные. Давайте заедем, несмотря на то, что снег идет, но ничего страшного. Я покажу. Если вам такой контент интересен, то я сделаю отдельное видео по памятникам Первой мировой войны и по немецким кладбищам. Вот. Поехали. Замок Гермау был заложен в 1270 году на месте прусской крепости Гермава. Гермау являлся важным административным центром Тевтонского ордена на Самбийском полуострове, резиденцией камерария, управляющего замком и его округом. В южной части поселка Русское на огромной территории находится одно из редких для региона сохраненных немецких кладбищ. Здесь покоится 3300 воинов и бывших жителей Гермау. Так называлось Русское до войны. Слева от входа расположены законсервированные руины древней церкви с простым деревянным крестом. Там, где раньше стоял алтарь, разложены сохранившиеся немецкие надгробия. На лужайках установлены простые бетонные кресты без имен. Имена большинства захороненных здесь людей неизвестны. А память тех, чьи данные удалось сохранить или восстановить, увековечена на больших плитах, установленных на перекрестке дорожек мемориала. В центре кладбища на каменном постаменте стоит большой металлический черный крест. У его подножия расположены 6 надгробий. Изначально здесь были похоронены погибшие в Первой мировой войне, причем как с немецкой, так и с русской сторон. Несколько десятилетий спустя количество могил здесь резко увеличилось во время кровопролитных сражений.
Ну что, друзья, вот такой сюжет получился, коротенький. Если интересна данная тематика, то можно продолжить. Таких мест еще предостаточно в Калининградской области. Все, спасибо всем, кто с нами был, кто смотрел. До новых встреч.